Томат колибри, это высокорослый томат, я посадила специально для того, чтобы его завялить. Именно вот эта форма, вот они красавцы, длинненькие, внутри очень толстая стенка, вкусные, много сухих веществ для того, чтобы завялить. Это супер гибрид, который буду использовать сейчас. Покажу, как буду готовить их к тому, чтобы сушить. Томаты колибри собраны, помыты. Режу сначала на половинку, затем на четвертинку беру в руки и вытягиваю серединку. Ложечкой она легко вытягивается. И отправляю вот сюда. Они легко. Я долго искала такой сорт томатов, чтобы был и толстая стеночка у него была, и чтобы больше сухих веществ было. И после того, как они высушатся, они очень красиво смотрелись бы, и можно было их потом зимой использовать. Итак, для того, чтобы их подготовить к сушке, для сушилки я готовлю вот по такому рецепту специи. Я в 2016 году уже показывала, как я готовлю, как соседка мне рассказала. Я сейчас чуть-чуть изменила состав и фантазирую дальше. Вы тоже можете это делать. Итак, ложка соли, 2 ложки сахара. Берем полные сверху, 2 ложки сахара. Теперь, обычно добавляют прованские травы сюда. Я тоже это сделаю. Это я раньше делала. Базилик сюда. Я не жалею трав, потому что получается очень ароматно и вкусно. Потом в борщик или что-то другое. Дальше у меня идут итальянские травы, пакетик сюда же. Полностью весь. Можно, один раз я делаю, добавляю еще хмели сунели чуть-чуть. А можно еще вот такое тоже делала к шашлыку. Приправка. Очень вкусно тоже получается. Я добавлю по чуть-чуть и той приправки, чтобы было очень вкусно. Вот, немножко той, немножко той. Теперь я это все тщательно перемешиваю. Должно все смешаться. Соль, сахар, набор специй. Еще раз, это не догма, набор специй и количество. Это просто уже мои фантазии, я это придумываю себе. Меняю то, что нам нравится в доме. Наборы этих ароматов. Когда все это хорошенько у нас перемешивается, вот, теперь мы можем уже выставлять, макать томатики. Вот что я делаю. Беру томат и хорошенько промакиваю специи с обеих сторон, со всех сторон. И выкладываю в сушилку. Вот он набрал сколько ему надо. И вот так разлаживаю. Снова. Так каждый нужно. Не пожалеть времени и очень красиво вот это сделать. Да, колибри очень хороший, у него мало сока. Я его готовлю именно для того, чтобы сушить, но он получается вяленый. У меня даже есть члены семьи, которые просто так его используют, добавку для салатов даже, не только к горячим блюдам. Я в юшку рыбную использую, в борщ. Вот. И вот так все вот это закладывается. Накрываю сушилку, закрываю полностью все слои, накладываю и ставлю сушить. Покажу результат. Вот уже некоторые слои в сушилке готовы. Помидорки готовы, можно их складывать в баночку. Они мне нравятся тем, что вот видите, толстые получаются. Если обычные томаты, то будут тоненькие. Вот. И сегодня водолей, как раз сухой знак, очень быстро сохнет. Я практически 4 часа с минутами сушила с перерывами вот эту часть томатиков.
А теперь я показываю, что я буду делать дальше. Дальше сухая литровая баночка. Чуть-чуть заливаю маслечко и небольшой слой чесночок. Вот такой чесночок, я его уже порезала. Закладываю на дно. Вот. И больше ничего. Масло и чесночок. И укладываю произвольно. Вот эти томатики. Томатики должны остыть уже. Вот они у меня остыли. И вот так слой за слоем, слой за слоем. Во. Теперь снова чесночок. Чуть-чуть маслица. И вот так вот всю банку до верха. Потом я закрываю крышкой обыкновенной на нижнюю полку холодильника. Вот так баночка готовая. Следующую буду готовить. Вот это называется вяленые томаты. Со специями, очень вкусными. Рецепт, думаю, понравился всем. Экспериментируйте, придумывайте, пробуйте. Потому что творчество наше бесконечное. И оно все получается в результате очень вкусно. Приятного аппетита!